Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего Здравствуйте, дорогие канала. подписчики. Я рада приветствовать вас на наших волшебных посиделках ежевоскресных. Так, что-то у меня зависает. Ага. Я хочу всем сказать, что это наш последний итоговый прямой эфир этого года. К сожалению, в следующее воскресенье эфир провести не получится, но я думаю, все вы будете заняты предновогодними хлопотами, поэтому следующий воскресный эфир «Волшебные посиделки» будут уже в следующем году. Так, здравствуйте, мои хорошие. С нами, как всегда, Красноярск, Германия, с нами Крым. И опять со всех точек нашей необъятной страны мы собрались все вместе, и не только нашей страны, но и всего мира. Мы собрались все вместе на наших волшебных посиделках, чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы. И, как всегда, я начну зачитывать комментарии, которые были под анонсом к нашему сегодняшнему прямому эфиру. Я думаю, что ответы на эти вопросы будут интересны и всем другим. Здравствуйте, Альмия Ибрагимовна, здоровья вам, всех благ. Я залипла на эфирах, что каждый раз жду воскресенья, чтобы услышать полезное и узнать ответы на свои вопросы. Благодарю вас, что уделяете время на эфир на то, чтобы пообщаться с нами. Это так приятно и полезно. Информативно делитесь с нами знаниями. Спасибо вам большое за теплые слова. Здравствуйте, наша фея. Хочу поблагодарить за ваш ответ и совет на позапрошлом эфире про орхидеи. Очень рада вас видеть. Вы как свет для нас, которые страдают из-за родителей и детей. Столько зла на земле, а Бог с нами всегда. Спасибо. Да, вы должны всегда помнить и знать, что вы не одни в этом мире, что с вами всегда есть ангелы-хранители, Бог и ваш род. Здравствуйте, Альмия Ибрагимовна, подскажите, пожалуйста, нет сил, энергии, судорога в правой ноге мучает днем и ночью. Нет сна и отдыха из-за таких болей. Врачи только таблетками травят, а становится еще хуже. Пожалуйста, помогите, может, руны для наполнения и обезболивания. Благодарю вас за вашу помощь. Ну, это вот все симптомы, они могут быть вызваны самыми разными причинами. Но поскольку Андрей просит руническую формулу, я дам вам, вот такая есть руническая формула. Она называется «Универсальная для здоровья». Попробуйте, я надеюсь, она вам поможет. Вот наносите ее на тело, как всегда, на места пульсации вен. Нанесите на правую ногу ее, на свою. И понаблюдайте за тем, как она работает. Так, вот видно вам? Красного маркера нет, зеленым написала. То есть Кану, Урус, Ингвас или Ингус. Это руны для здоровья комплексная. Думаю, всем другим тоже будет полезно. Можно вот эту вот формулу вот так написать на бумаге, поставить на нее стакан с водой минут на 15, а потом эту воду выпить и смазывать больные места. Но, как всегда, я говорила, что официальную медицину никто не отменял, и неплохо было бы обследоваться. Но я, как вижу, Андрей все-таки обращался к врачам. Добрый день, уважаемая Альмия Ибрагимовна. Вопросы при чтении детям псалмов 90, 60, 80. Достаточно взять намерение или нужна фотография или вещь? Вы можете просто, называя имена, читать. То есть вы сначала говорите, что Боже милостивый, все мои молитвы направлены во благо моих детей, таких-то, таких-то. Защити их от всякого зла с помощью молитв и псалмов. И читайте эти псалмы. Совсем не обязательно фотография или вещь. Второе. Насколько безопасна защита, в которой собственную кровь закатывают в восковой шарик с использованием заговора, не призывающего иные силы? Ну, в принципе, безопасны, хотя все манипуляции с кровью, вот почему я их не выкладываю в общий доступ, они все-таки с определенной долей риска, потому что, ну, не все же во благо могут использовать, кто-то что-то не так сделает.
Но, в принципе, это безопасный способ. Потому что вы обращаетесь к Богу и к ангелам-хранителям, то есть к высшим силам. А вот когда к другим силам, да, это может быть чревато последствиями. Дорогая Альма Ибрагимовна, благодарю, что вы с нами. Подскажите, пожалуйста, когда делаем защиту на красную нить, на руке ее носить, пока она не порвется? Да. Когда моемся, ее тоже не снимать? Не снимать. Альма Ибрагимовна, добрый вечер. Еще раз хочу поблагодарить за прекрасный курс по отливкам. Я начала проводить этот ритуал осознанно, но я еще учусь. И у меня вопрос. После родов у моей дочери появились проблемы со здоровьем. Ребенок тоже нервничает. Как лучше отливать дочь и ребенка? Отдельно или по совместной общей фотографии? Ребенок маленький, тем более он находится в поле мамы. Чистите маму, чистится и ребенок. Я бы вам рекомендовала все-таки отливать дочь, а потом можно и по фото отливать. То есть она может, здесь, понимаете, вариации разные могут быть. Она может взять ребеночка на руки, вы отливаете их совместно. Вы можете отливать только маму, вы можете отливать еще и по фото. Но здесь суть в том, что маму отливать надо обязательно. Здравствуйте, волшебница. Вопрос по поводу эффективности черной свечи при запечатывании крадников в пятиконечном пентакле. Черная свеча работает эффективнее с пентаграммой. Ну, смотря какие намерения, я на черные свечи снимаю только негатив, либо сжигаю их как проявление самой деструктивной программы или негатива. И в таких случаях я работаю обычными восковыми свечами, то есть вот такими вот, либо белыми, потому что белый цвет, он и очищает, и белый цвет – это символ чистоты ваших намерений. Я вот черными свечами таким образом не работаю. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про четки, как их зарядить, как они работают, как правильно с ними молиться. Ну, я никогда не заряжаю четки. Я либо их сама собираю, либо я их покупаю, их можно очистить от чужой энергетики, там либо подержать в соли, либо подержать под проточной водой какое-то время, либо четки можно вешать, допустим, на балконе, если у вас есть место, чтобы ветром они очистились. И этого вполне достаточно. Но какие молитвы? Это обычно читают короткие молитвы, допустим, вот есть определенные молитвы, и в мусульманстве, и православии самые короткие, допустим, во имя Отца, Сына, Святого Духа, да. Допустим, у мусульман это Субханаллах, Эльхамдуллях, да, там, либо короткие суры, такие как Ихляс. Поэтому, и вот вы читаете на четках, перебирая каждую четку на одну фразу, одну бусину. Четки просто очищают периодически. У меня много четок, их просто куда-то, я вот их вывешиваю на балконе, прямо на сушилку для белья. Они там ночь повисят, и я их снимаю, пользуюсь ими дальше. Так, Ирина, я ответила на ваш вопрос, тут повторный комментарий. Он сохранился, я на него ответила. Татьяна, добрый вечер. Объясните, пожалуйста, что за обряд 12 церквей и как его правильно делать, заранее благодарю. Ну, я не знаю, что это за обряд 12 церквей. Я потому что обычно рекомендую людям обряд 3 церквей, и либо 3 монастырей, в крайнем случае 7 церквей. Потому что это все-таки большая нагрузка с учетом того, в какое время мы живем. Это большая нагрузка для человека, но я не знаю. Я думаю, что принцип такой же, как обряд 3 церквей. Но обряд 3 церквей, он вообще делается натощак. И нужно за один раз объехать 3 церкви или 3 монастыря. Но если человек будет 12 объезжать, это очень большая нагрузка за один раз, это трудно. Дорогая Альма Ибрагимовна, посоветуйте, пожалуйста, ритуал на устройство на работу, и чтобы на ней задержаться длительно. У меня либо устроиться не получается, либо выживают, заставляю уйти, либо сама ухожу, чувствуя, что не справляюсь. И так всю жизнь, как замкнутый круг. Так, я так понимаю, Наталья, да, потому что плохо. Так, значит, смотрите. Один из ритуалов, как устроиться на работу, я давала в предыдущих эфирах, но есть и такой вот ритуал для стабильности на работе, он называется.
Он довольно-таки простой, но эффективный, попробуйте его тоже. То есть вам нужно взять лист бумаги, просто, ну, это может быть небольшой лист бумаги, может быть и вот такой, там листик из блокнота, то есть, может быть, вот, ну, скажем, вот такого размера листочек. На этом листочке вы просто пишете: я, допустим, трудоустроена, у меня хорошая работа, я обретаю стабильность и процветание на рабочем месте. Мой путь успешен, быстр и защищен. Да будет так. Потом посыпаете вот на этот, прям то, что вы написали, на этот листочек, посыпьте немного соли для того, чтобы защитить это от негативных влияний. И вот эту вот бумажку вы потом ее складываете и закапываете в цветочный горшок. Либо, если у вас, допустим, есть свой двор, и там растут цветы, вы закапываете его там. Но лучше все-таки в цветочный горшок. И когда закапываете, вы говорите: «Стихия земли, укрепи мой путь в моем деле, да будет так». И пусть он там лежит, и вы увидите, как у вас постепенно придет в вашу жизнь стабильность. Здравствуйте, дорогой учитель. Такая ситуация. Гражданский брак у пары более 20 лет. Ребенок на фамилии отца. Мужчина слег. Врачи не могут определить диагноз. Женщина просит отлить его воском. Опасаемся, что он, как многие мужчины, не поверит. Если спросить прямо, смущает то, что нет законного брака. Можно ли помочь по просьбе женщины? Ведь, как вы нас учили, отливки могут помочь в правильной постановке диагноза. Да, это так. Слышала, что для высших сил такое длительное совместное проживание приравнивается к браку. Написала ему, как он отнесется к отливке, пока ответа нет. Прошу вашего совета, не хочу никому навредить. По диагностике, и здесь женщина описывает, что она выявила во время диагностики. Так, Наталья, смотрите, да, в такой ситуации вы можете его отлить по просьбе жены. И это нормально, потому что они все равно семья, у них совместный ребенок. Мужчине плохо, он в любом случае ему не очень нехорошо, раз он лежит в больнице, и ему срочно нужна помощь. И по большому счету я считаю, что не дожидаясь ответа, вы можете это сделать. Но если все-таки будет отказ с его стороны, то лучше этого не делайте. Здравствуйте, дорогая Альмия Ибрагимовна. Подскажите, пожалуйста, когда я закрываю глаза перед сном, вхожу в состояние полета, сверху вижу города, леса, в которых ни разу не была, либо со скоростью мчусь по широкой дороге, при этом внутри чувствую эту мощную скорость. Много всего вижу в пространстве, а умом понимаю, что нахожусь дома. Длится это недолго, но на утро просыпаюсь без сил. Что это может быть? Благодарю за ответ. Это астральные путешествия. Ваше астральное тело во сне вместо того, чтобы восстанавливать, оно путешествует. Им надо управлять. И понятно, что на это уходит много сил и энергии, потому что во сне восстанавливаются все наши тела. И чтобы этого не происходило, я рекомендую перед сном, когда ложитесь, просто мысленно пройдите по всему телу. Подышите, почувствуйте свое тело, дайте себе программу, что ваш сон здоровый, спокойный, крепкий, и что во сне вы восстанавливаетесь. Вот ложитесь спать всегда с такой программой. И пытайтесь, вот, допустим, когда засыпаете, пытайтесь просто представлять себя и насыщать себя светом. И давать установку на крепкий, здоровый, восстанавливающий сон. Тем самым вы укрепите свое астральное тело. Еще есть хорошая очень практика, это для того, чтобы и спать лучше, для того, чтобы не было подобных неосознанных путешествий, и для того, чтобы укрепить память. Это вы, когда ложитесь спать, вы прокручиваете весь свой день в обратной хронологии, начиная с этой минуты, как вы легли спать, и до момента пробуждения, пытаясь все вспомнить. Это очень хорошая практика. Гульнара. Добрый вечер всем мира и добра. Альмия Ибрагимовна, в ноябре после чистки дома появился паук-тарантул. Я его поймала, отпустила на улицу. Это как-то связано с чисткой? Очень даже может быть, кстати. Очень даже может быть, тем более тарантул.
Так, имени не вижу. Здравствуйте. После чистки воском от меня отвернулась очень близкая родственница. Избегает меня, стрелой мимо меня пролетает, стала холодной и безразличной. Что это может быть? Ну, она живой человек, и вы живой человек. Может, она просто элементарно вам завидовала. Может, она вас неосознанно глазила. После чистки, естественно, это выявилось. И она, соответственно, ведет себя как сказать, провинившийся человек, да, в какой-то мере. И она вас начинает избегать. Так что сделайте просто для себя выводы, ну, принимайте человека таким, какой он есть. Придет время, может быть, она сама захочет с вами общаться. Просто скажите про себя: как только будешь готова делать добрые дела, я готова с тобой общаться. И вторая часть. Заметила, что одной очень богатой женщины все в окружении нищают, лишаются жилья, лезут в долги, а она все богаче и богаче. Что это, колдовство? Не обязательно колдовство. Есть такие люди, которые вообще живут за счет других энергий. Они могут очень сильно завидовать. Потому что есть такой вид зависти, когда смотрят на как бы человека, на его достижения и говорят: у меня есть, а у тебя пусть не будет. Все, что твое, пусть будет мое. Есть такие люди. И у них такая энергетика, им даже ничего делать не надо. Но, естественно, оно может ложиться и как кратники, и как каналы забора, отбора энергии. И, скорее всего, именно так это и происходит. То есть там совсем не обязательно наводить порчу, да? Как всегда я говорю, не нужно все перекидывать на порчу. Мы сейчас в такой суете, все люди, да, в озлобленности, в обидах, в разочарованиях, что готовы брать энергию откуда угодно, и все равно, что как бы какие будут последствия. Поэтому имейте это, пожалуйста, тоже в виду, и поэтому я рекомендую ставить защиты максимальные и быть в постоянной связи с Богом и ангелов-хранителей. Добрый вечер. Видео номер 72 «Отрезание от врагов и возврата сил» указано, что можно проводить не чаще, чем через 3 месяца. Раньше можно провести, осталось 2 или 3 недели до 3 месяцев. Можно. Так, Гульнар, вот интересный вопрос. Как провести чакральную чистку дома с помощью чакральных свечей и наполнить положительной энергией всех чакры? Ну, вот я здесь не совсем правильно поняла вопрос по поводу чакр и дома. Дело все в том, что чакры у живых организмов, это у людей в первую очередь. Есть чакры у животных, но они не настолько, не так развиты. То есть чакральная система изначально это для человека, это его энергетические центры, это его связь с Богом, это его чувства и эмоции. И это никак не может относиться к каким-то неживым объектам. Да, у них у всех есть душа, но у них нет чакр, у них нет как такового сознания, у них нет таких, да, они что-то чувствуют, но это не человек. Поэтому чакральная система, она исключительно для человека. И дом можно просто почистить по сторонам света, наполнить энергией стихий, и этого будет вполне достаточно. То есть очистить энергии стихий и наполнить энергией стихий. Добрый день, Альмия Ибрагимовна. Пусть у вас будет здоровье, красота и благополучие. После ритуала с яйцом порчу воском отливаю, солью засаливаю. Позвонила знакомая. Удивило то, что она в очередной раз заинтересовалась тем, что я делаю. Сказала: я тоже сейчас этим интересуюсь. Давай обсудим, когда я приеду. Я ответила, что не могу об этом говорить, так как запрещено авторским правом. Умница. А про себя сказала, что чужого не возьму, а своего не отдам. Этих слов хватит, чтобы не возобновить с ней канал. Я с ней вообще не планирую общаться на физическом уровне. Пусть живет себе подальше от меня. Ну, в принципе, вы можете мысленно еще сказать: да, это хорошо, если вы так скажете, чужого не возьму, своего не отдам. Вы просто себе скажите: у меня свой путь, у тебя свой путь. Я иду по своему пути, ты идешь по своему пути. Но добрые дела мы будем делать вместе, когда придет время. И когда она будет вам что-то говорить, вы очень хорошо, вот, кстати, то, что защищено авторским правом, и вы можете ей сказать: зачем тебе это обсуждать? Такое не обсуждают, об этом не говорят. То есть здесь каждый работает по-своему, да, каждый идет по своему пути.
И тогда, я думаю, канала связи с ней не будет. А еще снилось много дров колотых во дворе у бабушки. Дом уже давно продали. И что-то шмыгнуло в дровах. Я спросила во сне, что это. А мне ответил голос, что эта кошка спрятала котят. Я присмотрелась и действительно увидела кошку и маленького слепого котенка. Заболел на следующий день сын. Я правильно понимаю, что это очередная попытка навести порчу? Все события после ритуала с яйцом сработали прямо в точку. А еще пусть у всех у нас будет благополучие, и все мы будем жить свою жизнь, а не жизнь других людей. Молодец. Ну вы всегда такие красивые слова пишете. Вы знаете, вполне может быть, что это была атака. Вполне может быть. Очень даже может быть. Итак, я ответила на все комментарии под анонсом и начинаю отвечать на ваши вопросы. Вопросов, как всегда, много. Очень хочу ответить на все, но, к огромному сожалению, я очень надеюсь, что мне хватит эфирного времени. Всех вас с наступающим Новым годом и благодарю всех вас тоже за поздравления. Так, подскажите, пожалуйста, интересный вопрос Айсылу. Как вы думаете, можно ли рисовать умершего человека? Ну, если кто-то заказывает портрет родственника умершего, думаю, что можно, смотря с какой целью вы собираетесь его рисовать. Подскажите, пожалуйста, ритуалы на благополучие в новогоднюю ночь. Благодарю. Ну, знаете, по нашей традиции, да, как я называю постсоветское пространство, а, должен быть накрыт стол. Красивый стол, как всегда, с оливье и с другими салатами. Вот, потому что это уже традиция, да, и без этих блюд Новый год не Новый год. То есть это оливье, это холодец, ну, что там еще готовили, сейчас уже так сразу навскидку не вспомню. Вот, то есть обязательно салаты, там крабовые палочки, может быть, еще что-то. То есть чем больше продуктов будет на столе, тем лучше. Но многие, ну, как бы считается, что это год змеи, но это по китайскому календарю наступает этот год в феврале. А мы с вами отмечаем календарный Новый год. И, конечно же, это надо одеться красиво, на себя хоть что-то новое надеть нужно обязательно. И вот моя такая вам рекомендация, это к Новому году купить себе что-то новое. Вот загадать, что вы хотите, и обязательно это купить. И вот в этом провести, встретить Новый год. Тем самым вы даете посыл, что вы готовы тратить деньги на себя, вернее, не тратить, а использовать деньги для себя, и они будут к вам идти легко. И чем больше будет и лучше накрыт ваш стол, чем в лучшем настроении вы встретите Новый год, тем лучше он у вас будет. Вот это вот самое главное, что вы должны сделать. Ну и, конечно же, подарки дарить и принимать в силу своих возможностей. Эти ритуалы, они бессменные. Вот, поэтому я придерживаюсь этой традиции всю свою жизнь. И я не могу, чтобы на Новый год у меня был пустой стол. У меня всегда специальная новогодняя скатерть. Она красная, вышитая золотом, она очень красивая. У меня специальная посуда, как бы для гостей и для Нового года, специальные приборы. И это настоящее ощущение праздника. И, конечно же, напишите все свои желания в новогоднюю ночь, либо их просто произнесите, основные все свои желания. И поверьте, ваш год будет наполнен хорошими событиями. Можно ли восстановить пробитую ауру, читая Псалом 90 и как долго? Нет. Вот вы хорошо написали «долго». Как долго? Долго. Ауру восстанавливать нужно другими способами. То есть ее надо латать. Даже просто вот упражнение вы залатываете ауру, как будто вы находитесь в яйце, и вы прям внутри все это замазываете. И если вы примерно ощущаете, где пробои, именно вот эти места, прямо так руками представляя, что вы делаете замазку, вы замазываете. Снаружи, ну и изнутри можно представлять, что вы это делаете бело-золотым светом. То есть это нужны какие-то энергетические практики. Будьте в потоке божественного света, станьте как божественный водопад, который искрящийся, бело-золотой, красивый, наполняйтесь и восстанавливайте. Читая только Псалом 90, вы не восстановите ауру.
Что такое тотемное животное для человека и для чего это? Тотемное животное для человека – это то животное, которым, ну, там по-разному считается тотемное животное. Это в год какого животного человек родился, это животное тоже считается его тотемным животным. Либо его тотемное животное – это то животное силы, это его животное силы, которое ему помогает. Это часто используется в шаманских практиках, тотемные животные. Бывает, что у человека несколько тотемных животных, у меня их несколько. И они могут быть разные. Зачастую это те животные, это те птицы, либо какие-то другие виды живых существ, это могут быть и саламандры, и пресмыкающиеся, которые вам нравятся. И это животные вашей силы, потому что в шаманских практиках, вот если животное силы уходит или ранено, то человек тоже болеет. Он защищает вас, это животное, защищает вас в снах, оно работает вместо вас. Ну, это вкратце. Если вкратце, то это вот так вот. Поэтому вы можете, в принципе, для себя понять и определить, кто такой, какое тотемное животное ваше. Так, мои дорогие подписчики и гости моего канала, у меня для вас новогодний подарок и очень хорошая новость. На все курсы, кроме марафона чисток и платного телеграм-канала, до Нового года, к новогодним праздникам 50% скидка. Те, кто приобретает все курсы пакетом, еще плюс 15% скидки. Поэтому, пожалуйста, переходите на мой сайт и получайте, и, пожалуйста, кому это интересно, кто давно хотел и не мог оплатить, сейчас у вас есть такая возможность. И гости моего канала, если вам интересно, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, переходите на мой сайт. Ссылка на мой сайт есть под каждым видео. Там же есть, вы можете написать нам на WhatsApp. Это все через сайт. Добрый вечер, я так рада, что попала на ваш канал. Спасибо. Лилия, что означает видеть во сне, если на правой ладони золотая монета, блестящая, красивая, смотрю и любуюсь? Какой-то разговор будет крупный. В вашем ритуале от всех бед немного непонятно, как вы прошиваете лук. Поясните, пожалуйста. Ну, вот показать сейчас не на чем. Вот беру я луковицу, и у меня вот такая большая игла. Я вдеваю в нее длинную красную нить, и вот я прошиваю прям вот насквозь. Вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот. То есть я ее прошиваю как крест-накрест. Это надо начать делать, чтобы это было понятно. Я сначала тоже не понимала, но потом я поняла, и сейчас я это делаю легко. Скажите, пожалуйста, сколько по времени можно носить руны? Но их носят пока не сотрутся. Вот как вы получили желаемое или руны стерлись, все, они уже не работают. Если ваша проблема не решена и вам еще нужно как бы какое-то время, то наносите, обводите, обновляете формулы. Я так делаю постоянно, у меня есть формулы, которые на мне постоянно, я каждый день их обновляю. Можно ли ребенку читать Псалом 90, чтобы он читал, ему 12 лет? Если он понимает и хочет, почему бы нет? Но можно и другие молитвы читать, можно и «Отче наш» ему, и «Ангелу-хранителю» он может читать, и «Богородица», здесь разницы нет, может и Псалом 90. Если он понимает, не так, чтобы вы его заставляете из-под палки, а он ничего не понимает, но толку от этого не будет. Здравствуйте, Альмия Ибрагимовна, очень рада вас видеть и слышать. 1 декабря ушла из жизни моя сестра. Сказали, что ушла не по программе, а был негатив. Помогите, пожалуйста. Рюзгар, я приношу вам свои искренние соболезнования, но я не поняла, в чем вам помочь. Смотреть причину смерти я не буду. Я этого не делаю, я говорю вам это сразу. Если вопрос в том, что вы ее не можете отпустить, и нужно провести сеанс горевания, чтобы отпустить сестру и понять, почему такое с ней произошло, но именно с целью отпустить ее, соответственно, проработать вас и ее, чтобы она легко ушла, и чтобы вы не удерживали ее здесь своим горем, это я могу, в этом я могу вам помочь. А из любопытства смотреть, что и как, я не стану и вам не рекомендую. Вы должны понимать, что бы ни было и как бы ни было, жизнь и смерть только в руках Бога. И у каждого человека есть свой план на конец этой жизни. Каждый знает, как это произойдет.
Магия, какие-то программы, они могут только подтолкнуть к этому. Быть какой-то косвенной причиной, как, предположим, человек заболел, умер. Точно так же магию навели, точно так же программу. Но день и час известны только Богу, и только в Его власти это. э, Укоротить, удлинить жизнь, либо оставить вот так, как есть. Только в Его власти. Добрый вечер, Альмия Ибрагимовна. Я во сне видела подругу, с которой не общаюсь давно. Мы с ней поменялись телефонами. К чему мог присниться этот сон? Скорее всего, она просто о вас думала. Альмия Ибрагимовна, расскажите о магических свойствах часов. Недавно была на похоронах родственника и увидела, как из гроба достали будильник. Очень удивилась и думаю, что это для магических целей. Вы знаете, Магнолия, для меня это очень странный, какой-то непонятный абсолютно ритуал. Я не знаю, что это. Естественно, часы, как время, обладают мощными магическими свойствами. И они самые разные, да, потому что это время. Управляет временем Хронос, это Сатурн, он управляет временем, это в его власти все. Поэтому он и любит порядок, да, чтобы все было как по часикам. Есть много примет и суеверий, связанных с часами. Но есть и ритуалы, связанные с часами, но вот это я не знаю. Я не знаю, что это за ритуал. Может, хотели остановить, как бы, чтобы на этом все закончилось, как вариант. Очень даже может быть. Лилия, выкатка яйца себя показала на желтке белое пятно, что это означает. А так, скана... вы... а так вышел весь чистым, без негативов. Ну, белое пятно может быть как оморочка, как с глаз. Тем более, что если все чистенькое, то значит все нормально. Екатерина, Альме, добрый вечер. Благодарю вас за вашу помощь. Спасибо. Пусть будет во благо. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как активировать руны? Сколько их можно носить и какие дары нужно относить? Я уже говорила неоднократно, что я к рунам отношусь как к символике, как к определенной геометрической символике, каждый из которых несет определенную нагрузку. И я не воспринимаю руны как что-то живое, связанное с богами и работой с пантеоном северных богов. Я это уже вам неоднократно говорила, и поэтому определенные дары я не делаю. Я иногда, редко довольно-таки, просто делаю благодарность на природе за Вселенной, как бы за вот эту вот, за эти инструменты, в том числе руны. Потому что это инструменты. Я могу вынести сладости, семечки, орешки и высыпать их под дерево. Потому что здесь все равно в руны это стихии, да, здесь все равно, то есть все основано на энергии стихий, на воде, огне, земле, воздухе. Ну, это классика, 4 стихии, на самом деле их больше. Поэтому вы по своему усмотрению можете дары подносить как угодно и кому угодно. Я этого не делаю. Это первое. Значит, второе, что делать, то есть как часто наносить, то есть как хотите, как их заряжать, я оживляю их своим дыханием. Я сделала, и у меня намерение, вот я нанесла, они начинают с этого момента работать до тех пор, пока они не сотрутся, либо пока я не сожгу вот нужную мне формулу. Елена, добрый день. Скажите, пожалуйста, быстро дома самой снять с глаз? Как яйцом лучше снимать по телу? Или не дотрагивать по часовой стрелке? Или против, на какую луну ставить на ночь, как лучше в изголовье? Поняла. Значит, смотрите, само по себе яйцом с глаз снимается очень быстро. Еще быстрее с глаз, если с самой себя вы снимаете, то лучше всего это умыться трижды, вот так вот наоборот, и трижды подолом, изнанкой подола, точно так же наоборот вытереть лицо. Это самый простой способ. Яйцом, само по себе выкатывание яйцом рассчитано на то, чтобы им водить по телу и снимать со всех тел, в том числе с физического вашего тела, любые негативные программы. Поэтому яйцо вводите только по телу. Концентрировать свое внимание нужно на том, что вы снимаете негатив, и весь негатив с вас уходит в яйцо, в белок и в желток. Если вы будете концентрироваться на часовой стрелке или против часовой стрелки, энергия пойдет не туда.
То есть энергия намерения, куда внимание, туда энергия. И здесь важно, чтобы вы начали просто себя выкатывать и катать. И если вы выкатываете себя, то где-то вы будете делать по часовой, а где-то вот, допустим, спину. Вы будете как против, как по часовой. То есть это, понимаете, это трудно, вы будете отвлекаться от самого процесса. Где-то будет получаться по часовой, а где-то это будет против часовой. Понимаете? Поэтому здесь не важно, вы просто себя обкатываете полностью. И обычно возят вот так вот вокруг, и вот, допустим, руки вот так вот, ноги, соответственно, тоже так же. Это первое. Поэтому на какую луну? Если плохо и сегодня с глаз, делайте это прямо сейчас, независимо от фазы Луны. Если это произошло на новолуние, что часто бывает, вы же не будете 2 недели ходить со сглазом, допустим, который проявляется в виде таких симптомов, как, допустим, головная боль, как слабость, несобранность, да, там плаксивость какая-то. Вы же не будете 2 недели с этим ходить. Когда человека болит зуб, он идет к зубному врачу не через 2 недели, да, а он идет сразу, чтобы получить помощь. И здесь то же самое. Когда срочно нужно, вы делаете всегда в любое время, не привязываясь к фазам Луны. Если вы делаете для профилактики, тогда, конечно, вы привязываетесь уже к фазам Луны. Далее, ставить на ночь лучше в изголовье. Вот смотрите, не путайте. Когда вы себя выкатываете, вы разбиваете в стакан с водой яйцо, ставите на 1-2 часа и потом выливаете. Если вы планируете ставить в изголовье, вы себя не выкатываете. Но вы представьте на секундочку, что вы всю ночь будете спать рядом с этим негативом. Ни в коем случае этого не делайте. Поэтому определитесь для себя. Выкатываетесь яйцом, отливаете и выливаете через час, либо вы ставите на ночь в изголовье яйцо. Это в любом случае другое яйцо должно быть. И просто вот вы, когда ставите в изголовье, вы просто его разбиваете в стакан с водой и ставите рядом со своей головой. Утром смотрите, что там, просто, ну, как бы для динамики, чтобы понимать, и выливаете. Вот запомните, пожалуйста, это. Что означает сон, дом полон курей и помета? Пометы, какашки обычно к деньгам, но иногда может говорить и о бытовой магии. Добрый вечер. На выкатке яйцами, в яйцах черные сгустки размером с рисинку. У всей семьи на желтке мелкие черные точки. Вот это, кстати, тем более, если у всех, это порча, скорее всего, на всей семье. И порча может быть, ну, она довольно-таки сильная. Черные точки, это очень редко, кстати, бывает в яйцах. Поэтому, скорее всего, очень сильная порча, но может быть и что-то родовое. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о руническом ставе про улучшение отношений, который вы недавно выкладывали в рилсах. Что о нем рассказать? Эти руны направлены на гармонизацию отношений. Я дала 2 рунические формулы. Одна для партнеров, ну, условно, сексуальных, которые вместе живут, да, то есть у которых общее хозяйство. То есть не тех, кто встречаются, чтобы там, ну, в основном для тех, кто живут. А вторая формула для налаживания отношений с другими людьми. Вы просто наносите их на себя, либо на фотографии, и потом, когда это не нужно, вы их ликвидируете. Из опыта, из практики, если в доме конфликты, ссоры, и вот с мужем, да, там с гражданским, с официальным, то зачастую конфликты прекращались практически сразу и улучшалось самочувствие. Вот. Что касается взаимоотношений с другими людьми, работает практически так же, особенно если проблемы в коллективе, проблемы с друзьями, тоже работает очень хорошо. Альмия Ибрагимовна, так, Екатерина Калиниченко. Подскажите, пожалуйста, когда мы используем рунические формулы для очистки или защиты, нужен ли откуп или достаточно благодарности, нужно ли специальное посвящение, чтобы их использовать? Екатерина, вот буквально несколько комментариев перед вами. Я ответила на этот вопрос, я об этом все рассказала. И здесь просто вы потом прослушайте еще раз, если не слышали тот ответ, потому что ответ на ваш вопрос в том числе. И смотрите, так как я отношусь к ним как к геометрическим символам, я уже сказала о своем отношении, это буквы, это древние буквы, это символы, где каждая линия что-то означает, означает направление энергии. И каждой линии, каждому знаку даны определенные качества в связи с этой символикой. То я к ним также отношусь. И в моей традиции, в моей
в моей призме восприятия, да, и вообще целительской практики, в моей энергетике нет понятия посвящения в руны. Я этого не делаю. Но очень многие посвящают себя северным богам и принимают посвящение в руны, считая, что так руны будут работать лучше. Но это ваша, допустим, это точка зрения этих людей, и так работает у них, и это тоже имеет место быть, и это тоже имеет право на существование, так же, как и мое восприятие. То есть все зависит от того, как вы сами это воспринимаете. Но вы должны понимать, что если вы находитесь в религиозном эгрегоре, допустим, в христианском, и вы пройдете посвящение в руны и дадите какие-то там клятвы, обещания служить верой и правдой, ну, я так грубо, условно говорю, северным богам и начнете подносить им дары, здесь пойдет конфликт с вашей религией основной. Пожалуйста, имейте это в виду. Поэтому я воспринимаю руны исключительно как символы. Причем, чтобы вы понимали, руны, их много. Вот это, допустим, скандинавские руны, исландские руны, то есть это руны северных богов, северного пантеона. Есть руны архонские, то есть это руны шаманские, которые были у нас в Сибири, да, на севере, в России. Есть руны тюркские, то есть это древняя письменность, понимаете? Поэтому это ваше решение, вы должны принять для себя решение, нужно вам принимать посвящение или нет. Но этим инструментом вы можете пользоваться сколько угодно. Но опять-таки это не должно идти вразрез с вашим восприятием, у вас не должно быть внутреннего конфликта и сомнений. Вот тогда будет результат. Здравствуйте, дорогая. Когда делаешь ритуал, есть ли защита от отката или от перетягивания негатива от проблем других людей? Благодарю. Хулия, по-моему, да, если правильное имя. Ну, смотрите, когда делаем ритуалы, во-первых, я вот давала мощные для практиков на платном телеграм-канале. Кстати, кто не подписан, подписывайтесь. 2 канала у меня, платный и бесплатный, подписывайтесь. Я давала практики ритуала пентаграмм, я давала практики защиты, я много всего давала. То есть это именно для тех, кто практикует ритуалы. То есть вы оформляете определенным образом свое рабочее место, вы выстраиваете определенные защиты, да, и работаете с высшими силами. Если, значит, вы этого не делаете, то ваша защита будет, это будет свеча, перетяг, перехват. Вы просто на нее говорите: свеча, свеча, забери все плохое. Все, что идет на меня, на мою семью, забери себе. Забери все откаты, Господи, заговариваюсь. Забери все откаты, забери все обраты, забери все, что плохое от людей идет, забери свечечко на себя 7 раз. Ну, это своими словами. Произносите, зажигаете свечу и начинаете проводить ритуал. Обращаясь к высшим силам, вы уже в потоке. И работает этот поток через вас. Понимаете? Это мы думаем, что да, мы делаем какие-то физические действия, но это все делается силой потока. И вот этот поток, он вас защищает. И по мере того, чем вы больше работаете, чем вы больше практикуете, тем сильнее становится этот поток. Это, знаете, есть такая хорошая фраза: сначала ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на себя. То есть сначала ты вкладываешь свое мастерство и в свою связь, да, с Богом, в определенную, скажем, систему. Потом эта связь, и потом это уже работает на вас. И здесь точно так же. Чем больше у вас наработка, тем больше вас защищает ваш канал этот. Имейте это в виду. Можно ли выкатываться камнями? Да, конечно. Кстати, камнями, кристаллами очень хорошо проходят, выкатки работают. Но не забывайте потом их мыть и чистить. Добрый вечер, дорогая Альме. Мама нашла недавно на шкафу кусочек досочки. Не может понять, откуда он взялся. Живет она одна, никто не приходит, кроме родных. Может ли быть подклад, как с ним поступить? Ну вот, к сожалению, ну, если по моим ощущениям, то я не чувствую, что там что-то нехорошее. Вот я просто не чувствую. Доска как доска. Я ничего от нее не ощущаю. Я не думаю, что это подклад. Просто выкиньте его. Здравствуйте. От чего в квартире появляются насекомые? Ну, это обычно, если пробой. Насекомые – это связь, это астральный план. Там их много.
И это низший астрал всегда. Поэтому, когда происходит пробой, вот, всегда появляются разного рода насекомые, в том числе много моли. Как снять одиночество? Оксана Виноградова. Ну, не так просто. Это на самом деле одиночество – это тяжелая ноша. Это тяжелая ноша, и не каждый может с этим справиться. Вот, поэтому, и, конечно же, нужно, вот когда человек пишет, это просто крик души, да, как снять одиночество. Надо понять, откуда это одиночество, в чем его причина. Либо вы сами выбрали, то есть ваша душа себе такую программу, либо где-то не так поступили, либо это что-то наведенное. И уже исходя из этого, это решать. Но самый простой способ, это вы просто прописываете на свече. Вот берете обычную белую свечу, можно восковую, но я люблю с белыми свечами работать, и вы просто прописываете все свои чувства, пишете одиночество, тоска, потому что часто одиночество сопровождает тоска, апатия, да, часто обиды. Это часто то, что сопровождает одиночество, разочарование. И вы эту свечу сжигаете, и вы представляете, как вот это все с вас сходит. Потом вы берете вторую свечу и пишете общение, контакты. Что такое одиночество? Это отсутствие контактов, любых. Это отсутствие партнера, отсутствие друзей, да, вот человек постоянно один. И поэтому вы пишете отсутствие контактов, нежелание общаться. Ой, это вы уже сделали. И дальше вы пишете, что я легко контактирую, у меня много друзей, да, допустим. Там у меня, допустим, если вы хотите партнера, вы пишете, что у меня гармоничные отношения с мужчиной, да, для начала хотя бы. То есть вы пишете все то, чего вы хотите, и тоже сжигаете. Вы можете на листе бумаги все это тоже прописывать и сжигать, для того, чтобы выгрузить эту программу одиночества, понимаете, из себя, вытащить ее. Не так, чтобы ходить думать, а чтобы для этого хоть что-то делать на уровне различных, скажем, центров восприятия, да, то есть там включается моторика, там зрительные нервы, там огонь подключается, бумага. Вот, если вы пишете на бумаге, вы потом это рвете и сжигаете. Это как, ну, техника прописывания, которую я выкладывала, по-моему, на телеграм-канале, уже не помню где. То есть вам нужно начать хотя бы с этого. Конечно, в идеале обратиться к мастеру и понять, с чем это связано, это программа или это, то есть какова причина этого одиночества, и потом работать с этой причиной. Но вы можете вот таким образом тоже себе начать помогать. Добрый день. Не опасно ли смотреть чистки онлайн на ютубе и как через экран чистят? Непонятно. И если толк, как снять с мужа самой рассорки и остуду на постель? Ладаном окуривание помогает ли в защите? Елена Демченко. Елена, значит, смотрите, чистки онлайн на ютубе работают. Там идет энергия огня, там идет энергия мастера. Когда вы входите, когда вы смотрите, вам подходит и вам резонирует этот мастер, да, импонирует он вам, и вам отзывается то, что мастер делает, вы воспринимаете этот огонь, да, ну, предположим, с огнем, либо это отливки, то оно работает, потому что там тоже идет определенная вибрация. Понимаете, любое наше движение, любое наше действие – это вибрация. Когда работает мастер, это тоже вибрация. А вы же понимаете, что вибрация, как, допустим, радиоволны, да, они существуют, они могут двигаться, и они могут работать на значительном расстоянии. И вот это те же самые, ну, условно, чтобы было понятно, те же самые радиоволны. И поэтому, безусловно, это работает. И даже если мастера не станет, вот в видео оно остается, и оно все равно работает. Понимаете? Имейте это в виду. То есть мы живем в мире, где есть частоты, где есть волны. Вот, поэтому где есть определенные вибрации. И это все вибрации, это волны. Есть волны, радиоволны, звуковые волны. Вот когда мастер что-то говорит, там трещит огонь. Это звуковые вибрации, и они работают, безусловно, они несут определенную нагрузку. Если мастер говорит чисткой, он работает как чистка, соответственно, он так и работает. То есть, опять-таки, куда внимание, туда энергия. И если вам это помогает, а я знаю, что эти онлайн-чистки помогают многим. Я даже диагностировала людей, и я вижу, что человек почищен. И я спрашивала, как вы чистились. И человек говорит, смотрел видео в Ютубе. Ну, в большинстве смотрят Самир Али, это замечательный мастер,
И действительно я вижу результаты. Я сейчас ни в коем случае никого не рекламирую, чтобы вы понимали, я просто для примера. То, что сейчас пришло в голову, потому что онлайн-чисток в Ютубе много. Далее, как снять с мужа самой расторки, остуду на постель. Берете фото отливаете, выкатываете лицом, прям так и говорите: остуду снимаю, постель с мужем поправляю. Все у нас гладко, все у нас ладно. И я давала формулу для восстановления, вот руническую формулу я дала именно для восстановления гармонизации именно отношений с мужем, в том числе постельных, сексуальных. Окуривание ладаном помогает в защите, и, ну, его одного ладана мало. Это вам каждый день надо окуривать, понимаете? Если чиститься можно раз в неделю, раз в месяц, раз в полгода, то защиты в любом случае нужно ставить более долгосрочные. Тоже имейте в виду, поэтому вы же не будете каждый день окуривать. Ну, раз в неделю тоже можно, в принципе, но это сильной защиты не будет. Нужно еще дополнительной в любом случае защиты. То есть, если вы имеете, опять-таки, в виду помещение, да, дом, в доме защита должна быть сильнее, чем на человека, потому что энергетическая масса дома, квартиры больше, чем масса человека. Соответственно, защита должна быть более сильная. Можно ли в регрессе увидеть свое будущее? Нет. В регресс мы не идем для того, чтобы смотреть свое будущее. Вернее, есть техника, называется прогрессия. То есть регресс мы идем в прошлой жизни, а прогрессия мы идем вперед. И вот мы просматриваем несколько возможных вариантов, скажем, как бы, так, прошу прощения, сбилась в смысле. Мы просматриваем несколько вариантов вероятного развития событий на определенной, скажем, ветке. Допустим, человек не знает, в какой ехать город, и стоит ли ему уезжать. И мы просматриваем различные варианты, обычно до 5 веток. Каждую мы рассматриваем, ну, на 10-15 лет вперед. То есть вот это я делаю. А просто идти в регресс, чтобы увидеть свое будущее, вы знаете, ради любопытства не надо ничего делать. Это чревато последствиями. Любую практику, в том числе в регресс, нужно идти с определенным конкретным запросом. И еще раз поясняю, это не гипноз. Это не то, что вас ввели в гипноз, вы что-то там абсолютно неосознанно рассказываете, вам потом выслали запись и делай с этим что хочешь. Так это не работает. Я сразу говорю. Это делает в состоянии легкого транса, и все сеансы регресса направлены прежде всего на осознание, понимание и видение перспектив, как двигаться дальше. Думаю, что я понятно, да, объяснила, Ирина? Елена Демченко. Помогает ли молитва Киприяна снять порчу? Да. Это очень давняя молитва, я уже очень много лет как бы ее знаю. Она в изначальном варианте очень длинная. Молитва Киприану и Устинье. Она называется вообще «От злого очарования», то есть от порчи и от колдовства. Она помогает, и читать ее желательно. Ну, единственное, что она очень длинная. Ванна с солью насколько помогает? Помогает неплохо. Но не настолько, то есть порчу не снимет, она отшлифует. Ванна с солью снимет какие-то негативные воздействия поверхностные, но не глубокие и не сильные. Не грех ли гадание смотреть? Гадать грех, особенно другим людям. Особенно навязывать. У тебя будет вот так и никак не по-другому. Потому что это лишает человека свободы выбора. А у каждого человека есть свобода выбора, и это даровано ему Богом. И человек имеет право выбора. Вот если человек спрашивает, я не знаю, как мне поступить. И ему смотрят и говорят, вы знаете, вам лучше поступить вот таким образом. То есть он говорит варианты. То есть вот так вот, или это мне делать, или лучше не делать. И вот когда смотрят и дают совет, тогда это можно. Это не гадание. Имейте, пожалуйста, в виду. Есть понятие, это просмотр, опять-таки, для того, чтобы получить подсказку, прогноз ситуации. Это тоже. А переходить на уровень, скажем, такого, как, знаете, как цыганка поймала за руку, схватила, глядя в глаза, сказала. И человек живет с этим всю жизнь. А может, у него по-другому должно было быть. Понимаете? А вот она ему посмотрела в глаза и говорит, да ты встретишь молодого, красивого, голубоглазого, будьте жить счастливы.
И она всю жизнь его ждет, и за всю жизнь она его не встретила. А за это время рекой прошли куча брюнетов кореглазых, с которыми она могла быть счастлива. Вот почему гадание грех. Уловили? Марина, мне 2 дня назад приснилось в квартире много собак, вся квартира в помете. Ну, собаки это всегда друзья. Помет это... Здесь вот двояко, опять-таки, что, как вели себя собаки. Либо вам друзья все портят, либо через друзей идет богатство, понимаете? Потому что, опять-таки, сны, у каждого толкование снов должно быть свое. Есть общее толкование снов, да, там сны есть по Фрейду, сны есть по Миллеру, там их очень много, сонников. Но самое правильное – это ваше восприятие. Что для вас означает конкретный символ? Вот учитесь с этим работать. Так, и я еще раз напоминаю всем гостям, подписчикам моего канала, что предновогодние скидки, подарочек вам, большие скидки, это 50% стоимости на все курсы, кроме марафона чисток и подписки на телеграм-канал. Поэтому, кто хотел приобрести курсы, то сейчас есть такая вот очень удобная возможность, которая, то есть финансово доступна, да, для вас. Те, кто покупает все курсы оптом, еще 15% скидки, и эти цены вас действительно порадуют. Поэтому переходите на мой канал, вернее на мой сайт. Ссылка на сайт под каждым видео в YouTube. Переходите на мой сайт, и там есть вся информация. И также вы можете написать там на WhatsApp и связаться с нами, чтобы задать какие-то свои вопросы. Ну и гости моего канала, пожалуйста, подписывайтесь, если вам интересно. И, пожалуйста, все ставьте лайки. И я буду рада вашим донатам, даже самым маленьким. Почему? Потому что это здоровый обмен энергиями и гармоничный обмен энергиями. Алена Астахова. Альмия Ибрагимовна, позвольте уточнить, стоит ли делать отжиг человеку свечой для запечатывания, прежде чем запечатать крадник в Пентакле? Ну вот я не совсем понимаю вашу методику. Отжиг свечой для запечатывания. То есть у вас свеча для запечатывания. Зачем? Если вы чистите, это должна быть чистящая свеча. Для запечатывания крадника в Пентакле это свеча для запечатывания. Ну, я так поняла ваш вопрос. Добрый вечер. Можно ли после отливки, может ли стать хуже? Или, конечно, может. И это абсолютно нормально, когда после отливки, после любой чистки идет обострение. Обострение как болезни, так и состояния. Это абсолютно нормально. Это может даже подняться температура, которая будет держаться 3 часа или 3 дня. Потом все проходит. Но обычно температура 3 часа. Это могут быть самые разные реакции. Это может быть сильнейшее обострение, которое держится до 3 дней. Вот не более. Больше 3 дней, это значит уже просто, скорее всего, это уже не связано с чисткой. Поэтому это абсолютно нормально. Можно ли завернуть отливку, выбросить в ведро? Заверните ее тогда в фольгу, блестящей стороной внутрь. И в мусорное ведро, да, можно. Лилия, что означает во сне находиться в сарае с коровами, когда они по-маленькому обливают на человека? Это плохо, это не есть хорошо. Это, скорее всего, какая-то порча, что-то нехорошее. Поздрав из Сербии. О, ведь из Сербии. Благодарю. Взаимно. Ненормальная ревность. Есть ли какой-то способ? Ну, это черта характера человека, скорее всего. Скорее всего, это так. У нас с Ютубом сложно. Можно ли завтра в записи послушать? Наталья, да, конечно. Все эфиры сохраняются в записи, конечно. Привет из Германии. Доброго вечера. Добрый вечер. Чистится черной свечой лучше, чем обычной? Ну, я как таковой черной свечой не чищусь. Хотя она вытягивает весь негатив. Да, можно. Я обычно ее зажигаю рядом. Можно, конечно. Можно ли перезвонить болезнь, наверное, перетянуть болезнь, живя с больной мамой? То есть и симптомы. Ну, конечно, можно, если 2 варианта, как вы можете это перетянуть. Если у вас недовольство,
если вы боитесь перетянуть, если у вас сильное чувство жалости к маме и желание ей всеми силами помочь, вот как ни странно, да, либо если у вас какая-то обида, то есть любая ваша эмоциональная реакция на ее болезнь, да, это вы сразу перетягиваете, запомните, пожалуйста, сразу. Вот есть такое правило. Поэтому нужно, вот, понимаете, есть чувство жалости, да, вот хочется прям все сделать. Очень часто я слышу, когда дети говорят, что готовы забрать все болезни мамы, там, отдай мне, только лишь бы ты жила. И такое часто встречается. И ничего хорошего в этом тоже нету. Ну, во-первых, из психологической, с магической, энергетической точки зрения. Мамочку надо любить, принимать такую, какая есть, сострадать и помогать ей. Но это все, что вы можете сделать. И молиться за нее. Все остальное в руках Бога, понимаете? И врачей. Если мама больная, то, соответственно, в руках врачей. Имейте это, пожалуйста, в виду. Поэтому, если у вас есть хоть какая-то малейшая вот эмоциональная реакция, то перетяг будет. Благодарю за ответ об устройстве на работу. Подскажите, пожалуйста, какой цветок лучше купить, чтобы закопать туда бумагу? Да любой. Если у вас есть комнатные растения, любой. Можете любой цветущий взять цветок, красивый. Можно типа дерева, без разницы. Там главное, это может быть, вы можете просто взять горшок с землей. И не обязательно, чтобы в нем было растение. Просто когда растение, чем оно больше растет, тем растет и как бы ваши возможности, да? Потому что земля, здесь суть в земле. Вы заземлили свое желание, а, соответственно, оно будет исполняться. Елена Демченко. Добрый вечер. Плохо сплю много лет. Каждые 2 часа просыпаюсь. Что это означает? Спасибо вам большое за ответ и будьте здоровы. Но мы с вами живем в такое время, когда идет много несвойственных нам энергий, и все очень сильно меняется. Очень сильно. Вы, наверное, тоже это заметили. И проблемы со сном сейчас у очень многих людей. Потому что мощнейшие потоки энергии и дни, часы в сутках сократились очень сильно. Раз сократились часы в сутках, то, соответственно, нам отводится меньше времени для сна. Многие люди сейчас спят очень мало, но при этом не испытывают усталости. Потому что если раньше было в сутках 24 часа, это делилось таким образом, что 8 часов человек работает, 8 часов отдыхает, 8 часов спит. Откуда понятие 8-часовой сон и 8-часовой рабочий день? Понимаете? Было ровно 24 часа были распределены, да, вот на 3 фазы. То сейчас в сутках 13-14 часов. Понимаете, что это такое? И попробуйте спать 8 часов, когда время настолько сжато. Такое тоже есть. И я рекомендую все-таки, вот это нужны и витамины группы В, конечно, нужны и чистки, и как вы себя чувствуете при этом. Вот это тоже немаловажно, потому что я же говорю, сейчас такое время, что можете мало спать, но при этом чувствовать себя нормально. Такое тоже есть. Так, Альмия Ибраимовна, где вас можно еще посмотреть? В основном на Ютубе. Мы пробовали загружать в Рутуб, но что-то там не так работает. Но я не сама, это помощник мой делает. И что-то там то ли долго грузится, то ли, я вот не знаю, что-то не так. Можно со мной общаться еще и со своими единомышленниками, что очень ценно в жизни, да, это на моем бесплатном телеграм-канале. Есть платный телеграм-канал, есть бесплатный телеграм-канал. Вот там прямое общение, там и я отвечаю, и коллеги ваши отвечают, и кураторы мои, ученики тоже отвечают на вопросы. И для того, чтобы перейти на этот телеграм-канал, и туда мы тоже что-то грузим, потому что видео в основном в Ютубе. Есть еще в Телеграме, в Инстаграме и в ТикТоке. Но, насколько я знаю, что в России тоже к этим каналам нет доступа, да? Но попробуйте. Ссылки вы можете найти. Под каждым видео есть ссылка на мой сайт. И через мой сайт, соответственно, вы можете найти все нужные вам ссылки. Как это может отразиться на мне, на энергетическом уровне в дальнейшей жизни? Я не поняла, вот Butterfly, я не вижу, не могу понять ваше имя. Вы простите меня, пожалуйста, я не помню, о чем вы меня ранее спрашивали. Вы же видите, сколько вопросов, да?
Поэтому лучше бы вы просто мне дописали, что в такой ситуации то-то, то-то, потому что я сейчас и назад вернуться не смогу, и вспомнить я не смогу, о чем вы спрашивали. Оксана, благодарю вас, дорогая Альма Ибрагимовна, вы свет для многих людей. Спасибо, Оксана. Добрый, как бы, пусть будет во благо. Оксана, если я взяла гостиниц из рук в руки после того, как сделала чистку, негатив не снимется? Почему говорят, что нельзя ничего брать после чистки 3 дня из рук в руки? Ну, потому что это не нужно вам обмен энергиями. То есть вы только почистились, да, а к вам тут же, давая вам что-то из рук в руки, то есть вы отрезали все паразитные каналы, всех вампирчиков, все присоски, а вам пытаются что-то дать в руки, прям в руки всучить. Это говорит о том, что тут же восстанавливается этот канал, чтобы опять отталкивать из вас энергию. Суть только в этом. Как избавиться от бородавок? Я вот, кстати, давала ритуал, у меня шортс есть. Кстати, тоже я его везде выкладывала, и в Инстаграме, и в ТикТоке он везде есть. Как снять, перевести болезнь на сучок. Вот, кстати, этим методом многие вывели бородавки. Зайдите, посмотрите. Добрый вечер, дорогой мастер. Недавно завели черного котенка, постоянно хочет лежать. Либо у меня на шее, либо на груди. Почему? Животные, особенно коты, делают так. Они любят лежать там, где большое скопление энергии, негативной энергии. Они просто снимают. Или если когда эти места болят, они любят ложиться в больных местах. У меня был кот, который ложился вот на вот эту зону. Просто вот так вот ложился и снимал с меня. И после него прям легко становилось. И он, кстати, не болел тоже после этого. То есть это их миссия нам помогать. Анжелика, Альма Ибрагимовна, раньше зажигали костры на улице, таким образом можно очищаться нескольким людям. Ну, допустим, если с подругами сделать такой костер, конечно, можно. Особенно это хорошо, если это делать в какие-то специальные дни силы. Хорошо в костре таком сжигать свои вещи, что символизирует, то есть через вещь вы символизируете очищение, да, себя, своего тела. Добрый вечер, с наступающим, благодарю. Скажите, пожалуйста, у моего мужа появилась другая женщина, серьезные отношения. Я не смотрю, я не смотрю ни на картах, не гадаю онлайн. Простите, пожалуйста, Аиша, я онлайн не гадаю и на подобные вопросы не отвечаю в своих прямых эфирах. Скажите, могут ли сущие нарожать на человека и тем самым вызывать боли? Ничего не бояться. Ну, Елена, я не совсем поняла ваш вопрос, но попробую ответить. Вот есть такие сущности, особенно лярвы, которые плодятся внутри человека. Есть такие, откладывают в них яйца. Далее, да, и, естественно, это может вызывать тоже боли. А вот насчет ничего не бояться не поняла. Можно ли вернуть мужа, если прошло 10 лет, и если приворот, то как снять по фото и нужно ли? Но если прошло 10 лет, зачем его возвращать? Зачем? Уже ритм жизни, уже на физическом уровне все поменялось, понимаете? Хотя много пар, которые были в разводе 10 лет, потом сошлись. Такое тоже бывает. Если он уже ушел к другой, он с ней живет, он женат, у него другая семья, зачем вам снимать с него приворот? Не стоит этого, это не надо делать, это вмешательство в его волю. Понимаете? Когда между людьми крепкие отношения, и они должны быть вместе, они рядом друг с другом для того, чтобы развиваться вместе, да, они как бы развивают друг друга, они уважают, ценят друг друга. Вот поверьте, из практики, сколько бы ни делали приворотов, остуд и всего прочего, они не разведутся, они не уйдут друг от друга. Даже они будут пытаться разводиться, будут там на какое-то время друг от друга уходить, потом будут опять возвращаться. То есть никакая магия не будет иметь на них силы. Но если отношения не крепкие, и если все-таки приворот на мужчину подействовал, ну, подумайте, нужен ли вам такой мужчина, или на вас, да, допустим. То есть малейший приворот, он убежал к другой. Ну, значит, не настолько крепки ваши отношения, и просто отпустите. Айше Мустафаева, селям алейкум, Альма Ибрагимовна. Как эзотерически помочь женщинам
я так понимаю, климактерический период от приливов и жара. Вы знаете, здесь лучше все-таки пользоваться гомеопатией. Насколько я знаю, очень хорошо работают препараты хелевские, великолепно. Гомеопатия очень хорошо помогает. И я, насколько знаю, отливки здесь не помогают. Потому что там эндокринная система, там перестраиваются чакры, там энергетически все перестраивается, понимаете? И в таких ситуациях, кстати, помогают хорошо йога, вот есть специальное упражнение йога. То есть просто эзотерически, просто магически снять и убрать это не просто так. Хорошо работает луковая шелуха, отвар луковой шелухи, который, кстати, восстанавливает все, скажем, все, что связано с женской сферой. Альмия Ибрагимовна после чистки рунами позвонила сосношнице, сноха, значит, да? И спросила, могу ли одолжить квартиру, пожить ее детям. Есть какая-то связь? Конечно, прямая связь. Это же использование вашего ресурса. Сразу после чистки звонит и просит. Звонит и попросила, конечно. Спасибо, что ответили на вопрос про гостинцы из рук в руки. Я думала, что дело в крадниках. Здесь именно так это делается. Даже так же и крадник могут восстанавливать. Понимаете, Оксана? Вы только убрали крадник, а вам тут же что-то дают, а взамен потом забирают. Поэтому после чисток ничего никому не брать, не давать, особенно из рук в руки, особенно в долг. Можно ли обращаться к разным богам, не принадлежа ни к одной конфессии? Если да, то как это сделать? Но если вы не принадлежите никакой конфессии, то вы можете обращаться вообще к кому угодно. Но лучше все-таки определиться, с какими силами вы хотите работать. Потому что бегая от одного бога к другому, поверьте, ничего хорошего из этого не выйдет. Боги, они тоже любят преданность. Им нужны преданные люди. Понимаете? Если вы просто так от случая к случаю будете бегать, там что-то им дарить, не будет того результата, какой вы хотите. Ну и не совсем это хорошо. С мужем постоянно ругаемся, уже расставались, он не уходит и со мной быть не может. Может ли быть порча на брак отношения? Да, может. Наталья, Альме свой дом, соседи колдушки, начертила большой круг с 3 узлами у ворот на снегу. Я поняла, что это закольцовка с принуждением. Ух ты! Осветила святой водой и начертила круг Соломона. Щит Соломона. Это не круг, это звезда, пентакль, пентаграмма. Не пентакль, гексаграмма. Звезда Соломона. Тата, здравствуйте, Альмия Ибрагимовна. Как защитить себя, если колдует практик темный на меня? Любые способы защиты ставьте. Если защиты, которыми вы пользуетесь, слабые, значит, ищите другие способы, более сильные. Несколько видов защиты ставьте. Ну и скажем так, что, значит, у вас какая-то связь с ним есть. Возможно, вам тоже что-то от него интересно. Вот просто отпустите его. И самое главное, перестаньте о нем думать. Потому что каждый раз, когда мы думаем о ком-то, от кого-то отбиваемся, тем сильнее эта связь становится. Чем платный телеграм отличается от бесплатного? В платном телеграме я выкладываю информацию, которую не выкладываю в общий доступ. Альмия Ибрагимовна, как проявляется дар, Федотова Алена. Алена, это по-разному получается, потому что дар у каждого разный же, да? Что такое дар? Это сверхспособности. А сверхспособности разные. У кого-то есть сновидение, у кого-то есть наслышание, у кого-то просто руки лечебные, у кого-то речь льется, слова лечебные, поговорил с человеком, ему стало легче, у кого-то дар целительства. Кто-то великолепно может работать с сущностями, духами, демонами, да, как бы у них это отлично получается. То есть способности, сверхспособности, они самые разные. И вам нужно просто определиться, какая у вас все-таки способность. Если вы об этом спрашиваете, значит, все-таки у вас что-то есть. Может, вы хотите исцелять людей, а может, вы хотите предсказывать. Может, у вас великолепно получается разгадывать сны. Вот в этом и есть дар. И когда вы все-таки поймете, что к чему вас тянет, то, естественно, начинаете это постепенно развивать, тренируйтесь, читайте. Так, снится, что украли машину. Это нехорошо, значит, у вас крадники. Любые сны, связанные с кражами, это крадники.
Если гадалка погладила по спине, остерегаться надо, ну, желательно, да. Добрый день, можете дать руническую формулу для продажи автомобиля. Большое спасибо за помощь, постараюсь выложить. Что скажете про мандалу? Поможет ли мне наладить отношения с человеком, у которого скрытая ненависть ко мне и вечно недоволен тем, что я делаю? Ну, мандала, они разные, мандал много. Мандала – это опять-таки символика. Это круглое изображение, то есть мандала, она круглая, это круг. Это изображение, в котором определенные цвета, определенные фигуры, и это несет определенную энергию, грубо говоря, излучает определенные волны, да, которые влияют энергетически на человека. И мандала просто так, она не поможет вам наладить отношения. Если человека к вам скрытая ненависть, но здесь зависит, конечно, от того формата, кто вам этот человек, то и вы хотите сгармонизировать отношения с ним, то можно попробовать. Можно попробовать иронические формулы, которые я вам давала. Но изменить человека вы не измените. Имейте это, пожалуйста, в виду. А если на брак отношения порча, как ее снять и восстановить отношения с мужем? Надежда. Любыми способами снимаете, то есть можно и в свадебное фото отливать, и через отливку свадебных обручальных колец можно делать. Можно просто по фото делать отливки и снимать порчу и ставить защиту. Спать напротив зеркала опасно? Да, не есть хорошо спать напротив зеркала. Зеркало – это всегда другой мир. Это зазеркалье, и там своеобразный мир. Почему принято завешивать зеркала, если кто-то умирает? Потому что душа человека выходит, и она может изображение в зеркале, да, свое, принять как свое тело и уйти туда, и оттуда ее не вытащить. То же самое во сне. Потому что каждый раз во сне мы идем в тот же мир, куда уходим, когда умираем. Это отнимает силы и здоровье, кстати, у людей. Здравствуйте, Альмия Ибрагимовна. В магии есть разные эгрегоры, часто по незнанию. Новички пробуют все. Подскажите, пожалуйста, как можно узнать их сочетание между собой. Я делала видео про эгрегоры. Это все как цветок жизни выглядит. Они же не по отдельности в пространстве, да, это энергетические структуры. Все энергетические структуры, они имеют форму шара, кругов. И вот вы, в принципе, уже у вас ответ на вопрос в вашем же вопросе. Сочетание между собой. Конечно, они между собой сочетаются, понимаете? Это вот семья, эгрегор, государство, эгрегор, страна, да, скажем, школа, определенный эгрегор. И вы же понимаете, что работа ваша, профессия, тоже определенная эгрегориальная структура. И, соответственно, вы вот как человек, они все вас касаются, да, вот так вот, кружочки. То есть одно пересекает другое. Точно так же и в магии. Но воспринимать нужно как эгрегор магов есть. Вам не нужно, допустим, идти в эгрегор, скажем, восковых отливок. Ну, к примеру, эгрегор Таро. Нету таких понятий, чтобы вы понимали это. Нету. Это уже придумывают люди. И на сегодня придумано столько, что то, что я слышу, я просто думаю, зачем это людям надо. Понимаете, есть, допустим, эгрегор магов, есть эгрегор колдунов, есть эгрегор гипнотерапевтов, есть гипнотических центров сознания, есть эгрегор целителей. Вот, и эти эгрегоры присутствуют во многих религиозных. В этих же эгрегорах присутствуют религиозные эгрегоры. И есть, допустим, в каждом эгрегоре есть светлая и темная часть. Вот риск попасть и затянуться в темную часть очень велик. Но опять-таки оно есть и то, и то. И я думаю, что ваш вопрос больше все-таки с этим связан. И, конечно же, нужно, ну, как узнать о сочетании между собой. В каждом светлом есть темное, в каждом темном есть светлое. Так, Анастасия, также с религиозными эгрегорами, а продолжение, которое уже относится человек, можете посоветовать литературу по этой теме. Анастасия, я уже, думаю, ответила на ваш вопрос. И вот, знаете, почитайте Мельхиседека, это «Цветок жизни». То есть я все-таки рекомендую литературу более такого плана, не только религиозной направленности или магической, а чтобы было понятно, как все устроено, да, в этом мире.
И сейчас вот сразу так на эту, я не совсем поняла, вы хотите на религиозную тему или вы все-таки хотите на тему взаимодействия религии и магии? Вот я не совсем уловила вопрос. Если человек христианин, я общаюсь с природными духами, смогу ли я ему помочь, леча и чистить его? Конечно. Конечно, вы общаетесь с духами природы. Вы молитесь Богу. Вот этих духов природы, эту природу создал Бог. Это тоже ваш инструмент, это создано для вас. Вы верите в Бога, и через Него, это Он вам дал эти инструменты, и этот ваш дар. Конечно, это можете воспользоваться, это ваши инструменты. Благодарю за ответ об устройстве на работу. Пришла мысль посадить лимон, закопать в бумагу. Можно. Если во сне огромный медведь ломится, плохо так читается сейчас на латинице. Дом уже давно продали, медведь большой, а я его шваброй гнала. К чему это? Ну, трудно сказать. Медведь обычно, смотря если он был злой, то это злой враг. Что делать от крадников, Алина, защиты ставить? Добрый вечер, Альмия Ибрагимовна. К чему приснился кот, который ластился, терся об меня, я его погладила, рука стала мокрай, слизкой. Это воздействие какое-то, это негатив, это может быть порча, но может быть даже бытовая, не обязательно профессиональная. Подскажите, рунический став на снятие порчи на быт. Не поняла, что значит на быт, Федотова Алена. То есть в быту пользоваться, но смотря для чего. Можно заменить, чем заменить иголки на окнах, если будет ремонт, иголки придется вытащить. Ага. Да, тогда вы просто снимаете все эти иголки, и чем, ну, как-то незаметно воткните, вот когда снимут рамы, да, незаметно воткните хотя бы одно острием вниз в каждое окно. Как может отразиться аборт на дальнейшей жизни на энергетическом уровне? На энергетическом уровне абортированные дети забирают энергию и жизни у последующих детей. И у родителей часто возникают страхи за жизнь живых детей. Это как бы вот основное, как это влияет. Итак, у нас осталось 3 минутки. Так, прочитала «Розу мира», благодарю, многое стало понятно, то есть ответы были получены. Да, это потрясающее произведение, вы, наверное, историю автора прочитали, еще из книги, по-моему, его сына или его, я уже путаюсь, там их двое. У него тоже потрясающие произведения, там есть и «Дневник сатаны», просто вот настолько тематическая, настолько информативная, да, книга, почитайте, это все очень интересно. Добрый вечер, уважаемая Альмия Ибрагимовна. Если руками чувствую возле солнечного сплетения шар, он то больше, то меньше. При посещении доктора отсутствует. Как быть? Ну, смотря, что это за шар, какого он у вас цвета. Если, почему он все время в солнечном сплетении, да, то есть здесь надо понять, что это за шар. Может быть, это болезнь, а при посещении доктора, как бы все внутри успокаивается, он рассасывается. Может быть и такое, поэтому я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Так, Мельхиседек из Библии, наивысший своященник от Бога. Но это есть автор Мельхиседек, Дронвала Мельхиседек, у него серия книг есть по цветку жизни, да, вот сейчас не вспомню название, но ценная информация. Почитайте Крайона, я очень люблю Крайона, Ченнелинги от Крайона, я их все прочитала, очень много ценной информации. Вы сказали про взаимодействие религии и что-то вы сказали о взаимодействии религии и магии. Да, сказала, но, Елена, я не буду к этому возвращаться, осталась одна всего минута до окончания нашего эфира, и поэтому я сейчас всех вас благодарю за то, что целый год, весь год мы были вместе. Я благодарю вас за чудесное общение, за то, что мы с вами вместе делаем благое дело, да, так сказать, такое незримое, да, незаметное,
когда собираем на волшебных посиделках людей с разных уголков и точек мира. И я, как вас называю, да, светлячки. И вы каждый светлячок в своем месте. Вы несете свет. Оставайтесь такими светлыми. Я всем вам желаю благополучия, успехов, удачи, всего самого хорошего в новом году. И пусть следующий год принесет вам знания, понимание, мудрость, здоровье, изобилие и все самое хорошее. Я сожалею, что я не ответила на все ваши вопросы, но в любом случае у нас еще много впереди волшебных посиделок. Я благодарю вас всех за внимание, за доверие. Здравия и благополучия вам и вашим близким. С наступающим Новым годом!